Система мотивации и поведения обычных людей связана с физическим телом, с которым они себя отождествляют. При этом присутствуют разговоры о душе, но они не продвигаются далее обсуждения реальности ее существования. Религия голословно утверждает, что да, бессмертная душа у человека существует, наука же не имеет тому каких-либо подтверждений. Маги работают с ментальным телом, душой, исследуют его свойства и учатся жить в этом состоянии, вне тела, сатори. Маги входят в состояние самадхи, из которого осуществляют вознесение, переход в магонию. Боги, перейдя в магонию, избавляются от физического тела. Они представляют собой чистое сознание, ментальное тело. Таким образом, физическое тело – атрибут людей. Можно рассмотреть отдельно сознание физического тела и его свойства. Здесь мы имеем дело с системой мотивации обычных людей, первые три касты. Главный стимул – это голод, потребность в энергии. Второй стимул – страх смерти. Он заставляет совершать много действий, к которым относится и стремление избегать голода. Третий стимул связан с сексом и сексуальной энергией. Этот стимул наиболее сложный, он продуцирует самое сложное поведение. Чем сложнее социум и чем выше достигнутый уровень культуры, тем сложнее поведение, возникающее под действием этих трех факторов. Если в примитивном сообществе еда добывается на охоте, то в более сложном социуме еду надо выращивать или покупать. Страх смерти заставляет человека бегать по врачам и вести здоровый образ жизни. Стремление к продолжению рода в сложном обществе заставляет человека накапливать деньги и стремиться обеспечить потомство образованием и жильем. Вся система страхования базируется на страхе смерти. Стремление к созданию сложной инфраструктуры городов базируется на этих трех первичных факторах. В религии катаров и альбегойцев существует не один бог, а два. При этом злой бог управляет именно материальным и вещественным, сим миром. Бог же добра управляет миром духовным, не от мира сего. То есть телесное начало связано с богом зла, сатаной, а духовное – с богом добра, Иеговой. Сатана в религиях обозначается как змей или дракон. Таким образом, эти три фактора, образующие причины формирования цивилизации, можно изобразить в виде сплетения трех змей или трехглавого змея. Существует избыточная агрессия, связанная с мужским полом, лежащая в основе конфликтов. Она завязана на ревность. Эта агрессия связана с сексуальным инстинктом и направлена на социальную конкуренцию между самцами. Поэтому война и секс все время связаны между собой. Ведение войн, которые не связаны с изнасилованием женщин противника, невозможно, поскольку конкуренция между мужчинами всегда имеет сексуальную подоплеку. Отсюда и красивые мундиры армии, стремление понравиться женщинам, в том числе и женщинам противника. В этом сексуальном насилии присутствует некий глобальный тайный смысл, связанный с коллективным сознанием и недоступный отдельным физическим лицам. Смысл состоит в генетической диверсии. Мужчины одного племени, оплодотворяющие женщин другого племени, используют механизм телегонии. Так называется способность половой системы женщины получать и накапливать генетическую информацию о любовниках. Таким образом стирается генетическая специализация семьи, расы, которой принадлежит эта женщина. Отсюда негативное отношение своего социума к изнасилованным врагами женщинам, которых сам же социум не смог защитить. С другой стороны, руководители армии, вторжения, набега считают своих солдат носителями неких суперкачеств воинских, которые нельзя передать противникам, чтобы не улучшить их генетику. Отсюда убийство изнасилованных женщин. Казалось бы, такое убийство потенциальных матерей собственных детей не имеет логического объяснения. Однако на уровне идеологии посыл не оставлять врагам своих детей, несущих нашу кровь суперлюдей, был понятен воинам и являлся частью военного ритуала. Даже в 20 веке, отправляясь на завоевание чужих земель, немецкие солдаты, арийские суперлюди, получали от командования набор презервативов, чтобы не оставлять на завоеванных землях своих детей. Если монголы вспарывали изнасилованным женщинам животы, то немецкие солдаты уже использовали презервативы. Отсюда можно объяснить поведение отдельных маньяков, странное сексуальное поведение которых обусловлено активным союзником, который был при жизни воином и делал то же самое на совершенно законных основаниях. Возникает также проблема, что делать с участниками войны после ее окончания. Эти люди попробовали крови, и теперь им сложно жить по законам мирного времени.
В социуме действуют законы и определенные правила поведения. На войне все по-другому. У участников войн исчезают тормоза и стираются запреты. Ввести этих людей обратно в рамки мирного поведения практически невозможно. Поэтому после войн с внешним противником вернувшиеся солдаты образуют криминальную среду, опасную для собственного социума. Шайки, сформированные из бывших сослуживцев, начинают разбойничать на своей территории. Отсюда гражданские войны и революции, происходящие в странах, участвовавших в войнах с внешним противником. Основная идея этих войн состоит в том, чтобы рекрутировать ветеранов в две противоположные армии и потратить в сражениях друг с другом. Так называемые «псы войны», люди, адаптировавшиеся к правилам войны, которые не могут приспособиться к мирной жизни, охотно примыкают к воюющим странам и вскоре погибают в сражениях, ведущихся на уничтожение своих и вражеских солдат. При этом формально противостоящие друг другу вожди партий часто общаются между собой и иногда являются родственниками. Йорки и Ланкастеры в войнах Алой и Белой Розы, наступивших после Столетней войны. Третья каста – воины. Специально предназначена для участия в войнах. Эти люди готовятся к войне с детства и имеют соответствующую генетику. Тело, приспособленное к участию в военных действиях. Эти люди легко перестраиваются между военной и мирной жизнью и имеют собственный духовный кодекс, свод правил, позволяющий адекватно вести себя как на войне, так и в мирной жизни. Что касается людей первой и второй касты, работники и купцы, то они совершенно не готовы к войнам. Если вторая каста легко приспосабливается к ведению военной жизни и занимает ниши писарей, поваров и других тыловых специалистов, то внешне сильных и выносливых людей первой касты отправляют прямо на фронт. Таким образом, структуру армии по кастам можно описать так. Воюющая часть, рядовой состав, солдаты и сержанты, первая каста. Обоз, часть, которая не воюет, вторая каста. Офицеры, воюющая часть, тактики, третья каста. Профессионалы, специалисты в разных областях, непосредственно не воюют, а также технари, медики, штабисты, стратеги, четвертая каста. В основном командование, генералы и маршалы относятся к этой касте. Особенная жестокость в войнах появилась с переходом от княжеских дружин, профессионалы третья каста, к призывной наборной армии, состоящей из набранных рекрутированных крестьян. Не имея морального кодекса, ограничений, эти люди с простым, примитивным сознанием относятся к войне как к обычной, но опасной физической работе. Ими движет страх. В итоге они двигаются от большей опасности к меньшей. Важно, чтобы врага они боялись меньше, чем своего сержанта. Отсюда и заградотряды, которые направляли рабоче-крестьянскую армию на врагов. Воины, третья каста, аристократы имеют моральный кодекс, понятия. Они выполняют любые приказы начальства. Если первой кастой движет страх, то вторая каста ищет выгоду: грабители, мародеры, насильники, дезертиры. Именно люди второй касты проявляют на войне излишний садизм и обожают пытать пленных. Поскольку тюрьмы и концлагеря находятся в тылу, то именно там и скапливаются люди второй касты. Люди четвертой касты, как правило, не подвергают свою жизнь и здоровье зряшному риску, однако могут себя потратить ради определенной цели. Маги используют свое время для обучения, набора качеств. Они осознают себя как ментальное, бессмертное тело, а физические тела как некие сменные насадки. Однако всегда присутствует фактор неопределенности. В результате непонятно, какие именно в следующий раз будут стартовые условия, сколько времени придется восстанавливать личность, насколько сложно будет создать приемлемые условия для развития сознания. Поэтому маги очень рационально относятся к собственной жизни и не тратят ее из-за пустяков. Если кто-то убивает себя из-за несчастной любви или из-за неумения заработать деньги, то будьте уверены, что это не маг. Маги используют свое тело предельно рационально и стараются поддерживать его в максимально здоровой форме. Тело для мага – важный ресурс, который он старается расходовать крайне экономно. Чем дольше маг сможет прожить, тем больше опыта приобретет и тем больше качеств наработает. Соответственно, в следующем воплощении обретет больше могущества. Последующее воплощение зависит от того, что маг успел сделать в этом. Поэтому маг всегда занят, у него есть дело. Маг никогда не испытывает скуки.
Зная теорию, маг может определить свое текущее место в эволюции сознания и составить для себя план работы на ближайшее время. В зависимости от стихии, специализации и положения точки сборки, маг определяет достигнутую им позицию и находит для себя оптимальный тип практик. Все магические практики расписаны в малом аркане Таро. 4 стихии с 2 до 10. Для каждого уровня в малом аркане Таро описана система действий, которая ведет к наработке качеств. Обычные люди, в отличие от магов, просто живут, совершенно не подозревая, что в их жизни есть какой-либо смысл. В жизни каждого человека есть проблемы. Судьба, Бог или просто высшие силы постоянно дают человеку квесты, которые он вынужден выполнять. Это придает жизни человека некий текущий сиюсекундный смысл. Переходя от одного квеста к другому, человек движется по жизни. Все люди мечтают достичь некого стабильного состояния и считают, что, достигнув его, будут счастливы. Реально же ситуация аналогична часам. Мы не можем сказать, что они куда-то идут, но нельзя сказать, что остановка для них благоприятна. Смысл их существования в движении. Когда они останавливаются, мы отдаем их в ремонт или выбрасываем. Если бы человек внезапно достиг желаемого, ему пришлось бы умереть или изобрести новую цель. Таким образом, обычный человек движется от одной придуманной цели к другой. Тем временем в процессе выполнения квестов судьбы человек нарабатывает некие качества, связанные с прохождением его касты. Это происходит из-за того, что человек всегда назначает цели в пределах своей касты. Маги говорят смертным, что для развития они просто должны принимать вызов судьбы, отрабатывать те квесты, которые дает им мир.